Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро, выходной день. Всю неделю лили дожди. Мы уже даже не рассчитывали, что на выходных нам получится куда-то выбраться. Но сегодня посмотрите, какая красота. Это как будто бы природа специально под нас. Выскочила даже немножечко солнышко. Красота. Хотя сегодня прогноз погоды передают, что будет целый день пасмурно и даже под вечер дожди. Поэтому, друзья, раз нам улыбнулась такая возможность, конечно же, мы решили дома не сидеть и выбрались на поиски сокровищ. Сегодня у нас два металлоискателя. У меня Мантикор, у жены 800-й Equinox, как всегда. И посмотрите, на какую мы красоту просто приехали. Вот там он фонтанчик позади нас, прям по центру озера. Такое небольшое побережье, практически белый песочек. Походим, поищем. Сегодня я в забродных штанишках. Но, друзья, перед тем, как приступить к нашим поискам, у нас сегодня будет небольшая распаковочка. Дело в том, что нам прислали посылочку. Мы давно уже планировали с женой обновить ей Эквиноксик, приобрести дополнительную катушку, а именно снайперскую. Поэтому сейчас возвращаемся вот туда, вон на лавочку, и сделаем вам подробную распаковку и подробный обзор. Погнали! Итак, друзья, перед тем, как мы откроем нашу посылку, хотел бы ответить на самый часто задаваемый вопрос в комментариях. Вы многие спрашиваете, интересуетесь, где же покупать, где же приобретать металлоискатели. И на самом деле это очень хороший вопрос, потому что если у вас нету такой возможности приобретать напрямую у изготовителя, очень важно знать точку перекупа, где вас не обманут по гарантии, где к вам будут относиться добросовестно. Поэтому, друзья, хочу посоветовать всем сайт Zonda Shop. Ссылочку я прикреплю в комментариях, оставлю в описании под этим видео. А также вы можете воспользоваться QR-кодом, который выскочит на экране. Друзья, в Германии живу больше 10 лет. У меня было нормальное такое большое количество металлоискателей. 600-й Equinox, Nocta Simplex Plus, 800-й, 900-й Equinox, Manticore. Посмотрите, скуп, сумка, вот эти все пинпоинтеры. Посмотрите, ножик. Вот, обратите внимание, видно, не видно? Сайт написано Zonda Shop. Все вот эти вот вещи очень качественные, друзья. Я приобретаю всегда только на этом сайте. Мне его порекомендовал мой очень хороший друг по прилету сюда в Германию, и у меня не было никаких проблем. Также я свой Equinox уже топил 2 раза под водой, и мне по гарантии возвращали. Это уже 3-й блок. Так что сайт вот такой, друзья. Все, я думаю, приступаем к распаковке. Так, вот так вот. Ну, подходи, будем показывать, что же нам тут прислали. Опа. Так, как же тут открыть ее? Ножик не взяли? Опа. Хопа. Так, пузыречки, пузыречки. Главное, чтобы ничего не улетело. Я бумажку сразу же убираю куда-нибудь с адресами. Так, опа, коробка. Перчатки. Вот, друзья, вот о чем я вам и говорю. О какой добросовестности я говорю. Очень многие перекупы, знаете, как делают? Вот эти вот все моменты, перчатки, шапочки, это все бесплатно. То есть Minelab делает это за свои деньги и потом рассылает перекупщикам, чтобы они влаживали своим клиентам совершенно за бесплатно. Это как такая ходячая реклама. Я знаю, вы у меня часто спрашиваете, откуда я беру эти кепки с названием бренда Minelab. Друзья, я ничего не покупал. Каждый раз, когда я что-то заказываю, будь то скуп, будь то ножик, мне постоянно приходит моя посылка вместе вот с какими-то такими подгончиками. И еще раз повторяюсь, очень много перекупщиков просто, знаете, как делают? Они получают целую коробку от вот этого вот шикарного производителя, ставят ценник и продают у себя на сайте как продукция. Бывает и такое. Так, друзья, я даже не знаю, что здесь такое, это очень интересно. Ладненько, давай вначале сразу же покажем, конечно же, катушку. Вот она, друзья, посмотрите, какая маленькая. Вот такая малюсенькая катушечка. Посмотри, она даже меньше, чем у Мантикора. Да, даже меньше, чем у Мантикора. И давай сейчас ее сравним с твоей. Какая разница, вы видите, друзья? Колоссальная разница. Ладно, мне уже очень интересно посмотреть, что же здесь. Вдруг пинпоинтер. Ну, подходи. Будем смотреть. Так. Что-то красное. О, термос! Термос Minelab, прикинь! Вы представляете, друзья? Я даже таких не видел. Вы всегда 100% берете с собой на коп что-нибудь попить. И вот сейчас я смогу брать вот в такой шикарной брендовой бутылочке. Я уверен, что даже такое купить нельзя. Это чисто именно презенты. Супер, друзья! Перчатки, термосик и что-то еще. Смотри, что-то еще. Открываем? Ну, конечно. Ну, давай открываем. Что это такое? Очень интересно.
Смотри, тоже Майнлэб. Шарфик или флажок. Флажок, что ли? Не понимаю. Не понимаю. А что это такое? А, ну да, это типа, знаешь, на шею такой банданы. Понимаешь, да? Хоп, и на шее она у вас такая. Ну и тоже интересно. Бесплатно, друзья. Такие плюшки всегда приветствуются. Я даже вам прикреплю фотографию, где я последний раз заказал скуп. По-моему, вот эту вот сумку. И мне тоже там кепку, зимнюю шапку прислали. Очень классно. Еще раз рекомендую, друзья, Zonda Genga Shop. Вот такой классный магазин. Крутой логотип, легко запоминаемый. По-любому там найдете всего-всего-всего. У них очень большой ассортимент металлоискателей. Вы найдете от 100 евро до 10 тысяч и выше. Также есть наборы для чистки монет, всякие разные мазелки для того, чтобы бальзамировать монеты, чтобы они долго сохранялись. Есть даже магниты поисковые, специальные лотки для отмывания золота и даже книги кладоискательские. Там все есть, друзья. Поэтому всем рекомендую, переходите, а мы будем подготавливаться к нашему поиску. Сейчас поменяем, перекинем катушку, я одену забродные штанишки и уже будем подходить непосредственно к месту поиска. Погнали! Ну что, друзья, мы полностью подготовились к нашим поискам. Посмотрите, какие у нас два красавца. Вот с такими малюсенькими катушками. Жена говорит, даже вообще не чувствуется. Как будто вообще без катушки такая. Как будто бы нету, да? Но я тебе желаю найти золото с этой катушечкой. Спасибо. Уже наконец-таки. Все, друзья, смотрите, я в забродных штанишках. Пойду по водичке. Начнем вот с той стороны от начала и будем двигаться в эту сторону. А жена уже непосредственно пойдет по песочку. Все, хороших нам сигналов под катушку. Будем включаться по традиции только на самых интересных находках. Погнали! Ну что, я тебе скажу, первая находочка прикольная. Ну, давай. У меня сердечко ёкнуло. Смотри. Сережка, друзья. Сердечко ёкнуло. Но видишь, немножечко коррозия видна. О, да, и тут вообще уже. Ну ничего, все равно, друзья. Первое ювелирное изделие есть. Ура, хорошее начало. Ну и пару ходячек уже есть. Все, погнали дальше. Ну что, друзья, как говорится, жена расчехлилась. Первая находка с маленькой снайперской катушкой есть. Показывай. Смотри, я думала, что это какая-то подвесочка, но... О, так подвеска. Нет. О. И я уже почитала, что это Показывай. от прививок. Ну, когда сделана была прививка, что-то такое. Да. Это как тюк на машину. Переводится Геймфт, Геген. Тольвуд какой-то, 2011 год. Реально как подвесочка. Ну, ты подумала, что подвеска, да? Ну, конечно. Но все равно, смотри, хорошая находка, я считаю, первая, да? На твою маленькую. Как звенело? Отлично звенело. Все, могу сказать. Поздравляю. 5 и погнали дальше. Смотрите, друзья, только что вот здесь вот был вот эта вот штучка, как она называется, от прививок. Жена сдвинулась просто вот сюда чуть-чуть и смотрите, цепочка, говорит. Да, такие цепочка. Мне даже сейчас скажу, золото, все, солнце. Тяжелая. Подожди. Тяжелая, посмотри, М какая-то. Держи, снимай. Ну-ка, можно я посмотрю? Я в шоке, честно. Тихо. Солнышко. Штиль написано, прикинь. Написано штиль, прикинь. Я просто в шоке. Опять не золото. Я схватил уже, у меня сердце барабанится так, что я просто в шоке. Я думал, золото. Ну ты посмотри, какая красивая. Прикиньте, что нашла. Она прям, смотри, закрытая. Как такое может быть такая маленькая? Она бы даже с головы не слетела. На, держи, твоя находка. Поснимаю тебя. Такая я хоть классная. Рассмотрю тоже. Я азартный человек, друзья. Азартный человек сразу же схватил. Я думал, что золото, серьезно. Я тоже думал, Фу, это было бы, да, это было бы офигеть феномен. Сразу же только поставили катушку и сразу же золото. Не произошло. Катушка хорошая. Катушка хорошая. Ура. Класс, я просто в шоке. Продолжаем дальше. Ну что, друзья, непредвиденные ситуации, непредвиденный момент. Дело в том, что мы на проходной с утра спросили только у охранника, а сейчас приехал, какой-то ихний босс, и он подъехал к нам, сказал, нельзя, не разрешили, они увидели нас с окна,
сказали, что нельзя. Вот поэтому мы буквально за полчаса сразу же 3 находки, ходячки. Наверное, никого не впускают, из-за этого много находок. Жалко. Да, жалко, что не разрешили. Но, друзья, мы не отчаиваемся. Сейчас прыгнем в машину и поедем, конечно же, искать, потому что еще утро, еще времени полно. Поедем искать и обязательно найдем где-нибудь еще одно место и будем продолжать наши поиски. Все, погнали! Да, друзья, такое бывает. Место нам пришлось сменить, но наш настрой на большие приключения остался с нами. И я уверен, что впереди нас ждет много интересных находок. Ну что, друзья, приехали мы все-таки на наше проверенное место, где нам всегда разрешают. Не стали мы что-то новое выдумывать, искать, потому что и так потратили большой кусок времени с утра. Посмотрите, те, кто на нас подписан давно, уже наверняка помните это место. Здесь мы уже были раза 3. Удалось найти нам тут очень хорошие находки, даже было белое золото, кольцо с бриллиантами. Поэтому, так как у нас сегодня новая катушечка у жены, походим, посмотрим, что пропустили. А может, кстати, пойдем лучше, смотри, пойдем лучше вон туда, в ту сторону. Мы здесь доходили только вот до этих вот деревьев, а дальше не ходили. И, кстати, кто-то в комментариях писал, что там, где камыши, возможно, раньше там был пляжик. А сейчас, как заросло все, может, туда никто и не ходит, потому что все любят все время ходить на таких побережьях. Поэтому пойдем туда и посмотрим, может, там действительно что-то удастся найти. Погнали? Погнали. Погнали, друзья. Золотое кольцо, представляешь? Прям вот здесь под ногами. 41 показывает, раз 10 не мог достать. И смотри, с глубины прям. Я еще подумывал, очень глубоко. И смотри, еще не брал в руки. Ну что? Ох, малыш, и какое тяжелое. И смотри, сразу проба. 5,85. Смотри. Видно? О, да. Все, руки задрожали. Видно? Подожди. Давай. О, да. Хорошо. Вот сейчас, да. Смотрите, друзья, золото. Это просто только начали. Как такое может быть? Скажи. Посмотри, какое зачетное. Смотри, Обручальное. Да, обручальное. Ох, надпись есть. Так, читаю. Сигулде. 21 число, 11 месяц, 2009 год. Сигулде. Смотри, мне большое даже будет. Хорошее, емкое золотое кольцо, друзья. Золотишко. Я просто в шоке. Только начали, буквально 15 минут. Очень глубокий, 40 звонит и звонит. Я уже хотел сдаваться, честное слово. Золото круто, есть. круто. 5. Друзья, вот это да. Респект. Все, погнали дальше. Раз 30, наверное, я пытался его, а может даже и больше. Ты посмотри на мое лицо. Видно? Какой я весь в поту. Это нелегкое дело. И посмотрите, друзья. Ух ты. Пожалуйста, здоровенное. Просто очень громадное кольцо. Я, конечно же, понимаю, что это нержавейка. Нету, даже нету ни одной надписи. Вот такое вот красивое колечко. Ну, минут 20 точно. С меня течет, видно, да? Конкретно. Это спорт. Но я кайфую. После кольца прошелся туда, за трасту, вернулся. Один мусор. Вот приехали только, да, первая находка, которую можно было заснять, кольцо золотое, и просто час впустую. Но жена нашла марочку немецкую. И вот кольцо. Молодец. Сейчас делаю отдых, но у вас нет отдыха, так что продолжаем. Погнали. Ну что, друзья, случилось. Жена нашла со своей снайперской катушкой первое серебро. И это колечко. Вот такое вот колечко. Точно хоть серебро? Мне кажется, да. Так, ну да, 100% серебро. Слушай, какая-то надпись, что ли, есть? Не надпись. Посмотри, какие-то вырезки вот такие вот есть интересные. И проба. Так. Сейчас посмотрим. Слушай, ну не вижу пробы. Ну, по патине похоже на серебро. Да, по патине похоже на серебро, но ничего не вижу. 100% серебро. Поздравляю тебя. Спасибо. Круто. Я все время смотрю, когда на эту катушку, мне кажется, что какая-то детская. Ну-ка, покажи ее еще, какая она. Вот такая вот маленькая, друзья. Ну ты реально сейчас выглядишь как снайпер, знаешь. Опа. Ты сейчас лосю между глаз спокойно с 2 метров попадешь. Шучу, конечно. Все, зачет. Идем дальше. У нас просто режим спорта.
Посмотрите, друзья, вот это вот, видите, троста торчит? Раньше это было все дно. Почему я определил так? Потому что идешь и одни рыболовные снасти. Грузилки, посмотрите. Все такие интересные. Ну, я думаю, что они дорогие будут, видишь? Такой резиной то ли обтянуто, то ли что. Ну да, это резинка. И посмотрите, и все такие прикольные. Вот, пожалуйста, опять Фокс. Совсем недавно на подводном копе попадалось уже Фокс. Сейчас еще. Хопа, смотри, вот такое типа песочек сделано, да? И вот одни грузила идут. Поплывочки попадаются. Но я говорю, это инвестиция в будущее, потому что по-любому я как-нибудь доберусь и сделаю разрешение. Вот, посмотри, вот смотря на это дерево, можно определить, что, видите, докуда поднимался уровень воды. Вот так вот, это все троста. И поэтому я вот везде нахожу рыболовные снасти. Рыбаки нацепляли. Все, идем дальше. Жена зовет, а я только что вот здесь вот, где намутил, выдернул, посмотрите, монетку, еще не смотрел. Так что у нас дуплет, сразу два сигнала, 2 находки. Так, подождите. Друзья, может серебро? Все, я понял, это марочка. Смотрите, вон, одна марка, 1980 какой-то год. Ладно, потом посмотрим. Мне уже интересно, что там жена нашла. Кстати, кто самый внимательный и наблюдает за нами, помните эту тросту? Ее все-таки скосили, но по ней ничего нету, а одни пробки. Ну что, показывай. Смотри, какая сережечка. Сережечка? Но, как я понимаю, это... Покажи. О, какая, смотри, с розовым камушком даже. Ну да, это откровенная такая бижутерия. Даже нет никакого повода подумать, что это серебро. И даже вот металлическая нержавейка, ну, ушко отличается. Ну, вот такая вот сережечка. Че, все равно поздравляю. А мы еще походим, друзья. Все, погнали. Опять зовет. Я люблю, когда меня жена зовет. Я нашла 10 песос. 10 песо? Показывай. Республика Доминикана. Ух, какая большая. Ничего себе, смотри, 10 песос. Песос, помнишь, мы с тобой на Рейне находили 5 песос было, помнишь? Точно, а тут 10. Так, 2000 какого? 18-го, что ли, года. Вот такая вот, друзья, монетка. 10 песос. Очень такая большая, емкая, тяжелая. 2007-го, вот. А там другой год, странно. Классно. А видишь, почему ты находишь? Вот трактор проехал, примял все. И теперь ближе к старо потерянным находкам, понимаешь, стала, ну, толщина земли. И поэтому ты идешь. Ну и, конечно же, друзья, конечно же, все дело вот в этом вот пятачке. Пятачок очень зачетный. Все, друзья, ищем дальше. Видно? Ну, не Цепочка, смотри, серебряная, свеженькая. Даже не потемневшая, ты видишь? Вот это да. И тоже долго выцеплял ее. Ну-ка, смотри. Смотри, она прям с 2 сторон оторвалась. Ух ты. Нету замочка вообще. А проба есть. Ура! Все, увидел пробу. Так, приближай. Что тут у нас? Видно что-нибудь хоть? Что-то видно. Ну, по-любому серебро. Вон, 925, все вижу. Ура! Еще одно серебро. Ну, посмотри, она вообще даже не потемнела. И как можно было так потерять, что замочек полностью слетел? Без понятия. Непонятно. Круто, друзья. Серебришка. А мы еще не заканчиваем. Все, погнали дальше. Ну что, друзья, жена говорит колечко. Колечко. Колечко, колечко, кольцо. Что-то радости я не вижу у тебя на лице. Слушай, ты сейчас поймешь, почему. Покажи. О, друзья, колечко просто со времен динозавров. Слушай, блестит, может, золото, не? В коррозии. Маловероятно. Как сигналило. Ну-ка, дай ко мне, пожалуйста, с твоей катушечкой. Ох, друзья, что это за такое за баловство, я не понимаю. Разве это катушка? Что это за катушка? Как будто бы без катушки. Четко, 18 звенит. Ну да, что я могу сказать? Очередное бижутерия. Ну что, я думаю, что будем закругляться. Держи свою находочку. Друзья, будем закругляться. Очень устали. Долго сегодня получилось походить. Очень устали именно из-за этого вот кусочка, из-за этого отрезка. Слишком трудно там было выкорчевывать из дна находки. 8 потов сошло.
И все, и сейчас пойдем наверх, там лавочки есть, помнишь? Мы уже делали там как-то отчет. Все красивенько разложим и будем записывать отчет. Погнали! Ну что, друзья, нагулялись, надышались, накайфовались. Сегодня очень долго, целый день. Удалось побывать сразу на 2 побережьях. Правда, на первом задержались ненадолго. Но ничего страшного. Жена все равно там успела со своей новой катушкой, со снайперской, выкопать аж целых 2 первых находки. Я считаю, что все, что не делается, делается к лучшему. Так как мы сменили место, это нам пошло на пользу. Удалось найти золотое кольцо. Ну и так, довольно-таки немало находок. Посмотрите, вот так вот мы красивенько разложили. И сейчас я вам покажу. Ну, друзья, шикарно. Посмотрите, очень много. Мне вот это все напоминает сокровище. Скажи. Настоящие сокровища. Настоящие сокровища. Посмотрите, друзья. Вот это вот все драгматериал. Немного, да. 2 серебра только сегодня. Вот первое у жены вот такое вот колечко. Я считаю, что первый выход с катушечкой. И посмотрите, есть серебро. Разве это не зачет? Конечно, зачет. Вот такая вот серебряная цепочка на руку я нашел. И, конечно же, друзья, не буду таить. Посмотрите, сразу видна проба была, 585, и там еще много инициалов, вот такое, золотое, опа, и сразу потерял, золотое шикарное кольцо, ну, просто зачет, друзья. Так, дальше идет бижутерия, вот такая вот сережка, вот это мы нашли, одна из первых, вторая находка, вот у жены вторая находка с новой катушкой, и вот такая вот бижутерия, я уже посмотрел в интернете, в Амазоне стоит 10 евро, представляете, вот такая вот бижутерия. Так, дальше. Вот такой вот, не знаю, что это такое. Жена говорит, что это что-то от прививок, что ли. Дальше вот такая вот сережечка, колечко, нержавеющая сталь. Еще одно колечко. Ну и посмотрите, очень много рыболовных снастей, поплывочки, грузилочки, всякие разные, катафота какая-то попалась, кормушка, очень много, вот 10 песо, 2 марочки и очень много ходячек. Так, посчитаем ходячки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, где-то 46 евро, друзья, могу ошибаться. Очень устал, могу что-то неправильно посчитать. Около 45 евро. Я считаю, что огромный зачет. Бензин точно отбили. Нашли золото, нашли серебро. Огромное спасибо еще раз Sondergänger Shop за такой подгончик, что не пришлось нам платить денежки за такую вот шикарную катушку. У нас все на таком взаимовыгодном моменте случилось. От нас рекомендация, а они нам катушечку. Но на самом деле магазин очень зачетный, друзья. 100% рекомендую. Все, друзья, будем заканчивать наше сегодняшнее такое видео. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Также нажимать колокольчики, чтобы не пропускать следующее видео. Мы поехали домой. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.